Всем привет! Это передача «Честное слово», в эфире Ольга Гусева. И каждый день, точнее не каждый, а с понедельника по пятницу в 17 часов мы встречаемся с интересными гостями и обсуждаем, что вообще происходит в мире. Вот вы видите плашечку «Подписаться». Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Вы знаете, у нас тут много всего интересного. Мы приглашаем гостей в наш вечерний эфир и вообще стараемся и утром выпускаем новости, стараемся освещать все то, что происходит в мире. А в частности, наверное, сейчас самая главная тема — это война в Украине. Если вам нравятся наши трансляции, поставьте лайк. И сегодня пишите обязательно комментарии к нашей трансляции. Задавайте вопросы, я буду внимательно читать. У меня вот сейчас прямо на экране открыты комментарии, я уже все прочитала, которые вы написали. И если хотите отправить прямо в эфир, чтобы тут пробежала такая уточка или там автозак, вот переходите на сайт Friends Politica Media и пишите сообщения и за небольшую денежку отправляйте их прямо в эфир. И сегодня у нас очень интересный гость, Юлия Латынина, журналистка, писательница, теле- и радиоведущая. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Но насчет телеведущей это было уже давно, да и радиоведущая с кончиной «Эхо Москвы» тоже все. Зато, правда, у меня есть тоже свой собственный YouTube-канал «Латынина ТВ», который сейчас довольно активно развивается. Так что подписывайтесь на него тоже, господа. Да, безусловно, подписывайтесь. Сегодня, кстати, будет большой стрим, в том числе я хочу похвастаться, что у нас вот много людей, которые ходят из канала в канал, и много людей, которые рассказывают о войне. И у нас вчера был эфир с Константином Невичем. Это человек, который непосредственно один из командиров Азова, это Харьковский Азов. Это человек, который рассказывал, как они воюют. Парню 26 лет. Он на войне с 18 лет, он бросил архитектурный институт, чтобы участвовать в этой войне. Сейчас он начальник штаба спецподразделения «Кракен». И сегодня вечером у нас, помимо Алексея Арестовича, извините, что я хвастаюсь, но у нас также будет настоящий украинский военный, тоже человек, который, я пока секрет, но тоже человек, который будет непосредственно рассказывать, как под Киевом его часть воевала. Ну вот да, у нас обязательно в описании будет ссылка на ваш YouTube-канал, и все желающие, конечно, смогут перейти и посмотреть, и послушать. Ну вот раз вы заговорили про интервью как правильно сказать, с членом, да, отряда Азов, может быть, вы немножко расскажете, вот что вам больше, такое небольшое интро, что вам больше всего понравилось или, может быть, поразило вот из этого интервью, запомнилось, может быть? Ну, из этого интервью мне запомнилось две вещи. Во-первых, о том, как Константин рассказывал, как как его люди отправлялись на войну. Напоминаю, что Азов сейчас является, в одних случаях он является, они такие сложные структуры, у них частично некоторые части, как я понимаю, подчинены Нацгвардии, некоторые куски Азова, как я понимаю, подчинены ВСУ. Это все достаточно, потому что это все организовывалось достаточно добровольно и достаточно неформально. Вообще, один из моих собеседников, который тоже воевал в Луганске в 2015 году с украинской стороны, Виктор Кивлюк, пошутил, что вот у нас на 2 добровольцев проходилось 3 высших образования, это касалось и самого Кивлюка, который сейчас производит военные беспилотники, а у них на 2 добровольцев приходилось 3 судимости. Так вот, соответственно, Константин воюет в Харьковском Азове, и у них еще до войны проходили такие добровольческие тренинги, то есть фактически люди состояли в активном резерве, то есть фактически это были люди, которые в мирной жизни обычные были профессора, доценты, бизнесмены. Соответственно, по воскресеньям и субботам они тренировались. И вот Константин рассказывает, как в 3 часа он вернулся ночью из Киева 24 февраля. Было уже понятно, что сейчас война начнется. В 4 часа началась война. В 4:15 они начали рассылать смски. В 8 утра уже собрались эти самые люди, вот эти самые доценты и инженеры, со своими собственными машинами. Один приехал, по крайней мере один, я думаю, что, может быть, больше людей приехало с собственным квадрокоптером, беспилотником, с которого он снимал в мирной жизни свадьбы, как я понимаю, это был фотограф. И уже к 8 вечера они приняли первый бой, и этот самый квадрокоптер наводил артиллерию ВСУ на российские колонны. Это очень важный момент, потому что мы должны понимать, что вот есть армия, которая воюет, которая собирается
воевать с помощью люди, добровольцы, которые приходят воевать, их рассылают смски, они тут же являются с собственной снедью и собственными машинами, и даже собственным оборудованием, которое в мирной жизни употреблялось по-другому. И есть армия российская, которая собирается повестками, в которой с солдатами, лицами солдат драют унитазы, и это принципиально две различные армии. Если говорить из вещей, которые меня потрясли, о которых рассказал Константин, он еще также рассказал, что когда в Харьков прорвалась прямо в центр десантная группа, где-то 150-200 человек, у них была задача, как потом рассказали пленные, в частности, подорвать телевышку. И когда я стала спрашивать Константин, а вот какой смысл был этой десантной группы, как 150 человек-200 надеялись взять город-миллионник. Оказалось, что они действительно считали, их командование действительно считало, что как только они прорвутся за линию обороны ВСУ, то в городе их встретит пятая колонна, вот та самая легендарная, которой якобы платили деньги, которые пропали в неизвестном направлении. То есть это был военный расчет. Ну и, пожалуй, третье, чтобы добавлять, Константин рассказал, что у них в отряде воюет человек, который уже после войны 24 февраля русский перешел границу, сказал: я хотел сражаться с режимом. Хочу сражаться с режимом. Его, естественно, проверили, он воюет в Харьковском Азове. Вот к вопросу о нацистах. Ну да, конечно, вот всем рекомендую посмотреть это интервью, потому что действительно, на самом деле, очень важно, мне кажется, пообщаться с таким человеком, вообще посмотреть, как с той стороны это выглядит. Но я вот еще немножко хотела вернуться, вот вы сказали мысль про то, что они там со своими дронами в 3 утра встали, в 4 началась война, а с другой стороны Путин, вот эта его вся структура и люди, которым выдают повестки для того, чтобы они насильно шли, буквально защищали, точнее не защищали, а нападали, да, на мирных граждан. И, ну, тут невозможно просто в связи с этим обойти тему сегодняшней встречи Шойгу и Путина, о том, как Путин доложил о взятии Мариуполя, и вот в ходе беседы Путин приказал министру обороны отменить штурм Азовстали, так как сказал, что это нецелесообразно. И вот как говорят сейчас в интернете, а что, собственно, случилось? Почему так резко и публично, да, это, очевидно, было на публику сделано, Путин из воинствующего превратился в какого-то миротворца и отменил вот этот штурм Азова? Ну, как на словах отменила, что на деле это будет, мы не знаем. Ну, во-первых, к сожалению, российская власть, она когда открывает рот, она говорит неправду. У меня такая гипотеза, что если бы крейсер «Москва» действительно сгорел от пожара, то непременно бы сказали, что его потопили украинские ракеты. Лишь бы сказать то, что не есть на самом деле. Поэтому, когда Путин говорит отменить штурм Азовстали, это может означать все, что угодно, включая, например, самое страшное предположение, что они будут использовать химическое оружие, они будут использовать газы. Но, учитывая, что генерал Дворников, как говорит Александр Глебович Невзоров, любит пускать газы, это вполне реальное предположение. Особенно если учесть, что они уже делали пробный шар, то есть они бросали там какую-то штуку, которая была, насколько я понимаю, не сильно ядовита, но это явно была пробивка. Что будет и как это будет реагировать мир. И поэтому, учитывая, что Азовсталь штурмовать действительно физически невозможно, то есть если кто-то когда-нибудь бывал на советских металлургических заводах, он представляет себе вот это километровые заросли труб и 5-6-этажные подвалы, которые, ну, наверное, глубинные бомбы пробивают, но больше ничего не пробивает. И, к сожалению, с точки зрения людоедов, нормальный пример, да, на нормальное решение техническое – это сделать что-нибудь с помощью химической атаки. Собственно, так Саддам Хусейн выковыривал курдов из пещер. Так много где было. А что касается того, что, значит, Путин приказал отменить штурм Азовстали, я все-таки напоминаю, что Рамзан Кадыров нам говорил, что Мариуполь будет взят еще, я не помню, когда они первый раз это сказали, 13 марта или 14 марта. В общем, каждый день они говорят, что мы возьмем Мариуполь. Вот теперь это кончается тем, что вот Азовсталь мы штурмовать не будем. Ну, а вот как раз про Кадырова, действительно, а почему Песков и Мединский у нас, говорят похоже, публично... какие-то проблемы.
Да-да-да. А вы меня слышите? Да, Я вас извините, у хорошо нас, слышу. по-моему, что-то было со связью. Да. Мгм. У нас все было хорошо слышно, я надеюсь, нашим зрителям тоже было хорошо слышно. Вот вы упомянули про Кадырова, и он действительно там, не знаю, не помню точно с какого, с 13 марта или нет, но стабильно там несколько раз в неделю я читаю, как Кадыров пишет: да мы уже там все взяли, и Азовсталь, и Мариуполь, уже всех освободили, я вот даже выписала цитату. Кадыров каждый день пишет про бесстрашных волков, которые прочесывают завод Азовсталь. И почему так получается? Почему Песков и Мединский выходят и говорят одно, а потом выходит Кадыров и говорит совершенно другое? О чем это свидетельствует? Ну, слушайте, у Пескова и Кадырова какие-то давние есть счеты, которые принадлежат к партии войны. А вот главный для меня вопрос, почему он принадлежит к партии войны и почему чеченскому лидеру так важно, чтобы как можно больше русских погибло на этой войне. Потому что смотрите, что получается. Вот я долго, когда разговаривала с экспертами, с военными украинскими, пыталась понять, в чем роль чеченцев на этой войне. И удивительно, что эта роль большей частью сводится к ТикТоку и к Инстаграму. И над этим очень многие люди смеются, и совершенно напрасно смеются, потому что если вы представите себе с точки зрения Кадырова, то это очень разумная стратегия. Она была нарушена только один раз в самом начале войны. Насколько я понимаю, там было большое количество кадыровцев, которые погибли в Гостомеле, когда его занимала российская колонна. Они тогда попали под, как и многие другие российские колонны, они попали под прямой огонь ВСУ. И после этого была какая-то грандиозная разборка, когда части этих колонны вернулись в Белоруссию, подробности, которые знает Христо Грозев. Я их не знаю, но самые разные люди рассказывали то ли, что Кадыров обвинил российских чекистов в том, что они слили расположение кадыровской колонны, то ли наоборот действительно это чекисты слили, то ли это ВСУ запустило такую утку, что это чекисты слили, чтобы посеять рознь в рядах противника. В общем, тогда была вот эта разборка. И понятно, что все ожидали, и я ожидала, что Россия будет использовать в этой войне кадыровцев как пушечное мясо. Я поэтому вспоминала даже битву при реке Фригит, которая, когда император Феодосий, в войсках которого было очень много полудиких готов, истратил 10 тысяч своих готов на борьбу с противником. Так что, как писал хронист об этом событии, в этот день наши войска одержали двойную победу. Во-первых, мы потратили готов, а вот во-вторых, мы одолели противника. Но действительность, она превосходит ожидания, потому что вот, очевидно, кадыровцы тоже считали, что их могут потратить. И вот за исключением вот этой вот истории, которую я все-таки склонна относить просто к случайностям войны, а не каким-то там сложным интригам, потому что очень много российских колонн было разбито. Так вот, после этого мы видим, что достаточно мало кадыровцев в передовых частях, зато мы видим хорошие тиктоки и инстаграмы. Кстати, обратим внимание, что российские войска не имеют права снимать тиктоки и инстаграмы. У них даже все мобильники позабирали. Вот это привилегированное положение Чечни, что они это дело снимают. И с точки зрения стратегии абсолютно Рамзан Кадыров прав и лишний раз подтверждает с моей точки зрения, тот факт, что это не только хитрый человек, это один из самых дальновидных и умных людей в российском руководстве. Ну, и, соответственно, потому что как бы масштабы его фигуры явно шире масштабов Чечни, потому что он, в отличие от российских генералов, бережет своих людей. Вопрос для чего? С моей точки зрения, он их бережет для настоящей решающей битвы, которая будет переходить не на территорию Украины, а которая будет происходить на территории России, когда последствия позорного путинского поражения будут трансформированы в какие-то политические и, возможно, революционные изменения. Так что стратегия Кадырова абсолютно можно... С точки зрения выгоды Кадырова можно поаплодировать, он делает все совершенно правильно, не надо смеяться над тем, что он снимает тиктоки. А что он при этом побуждает российские войска воевать больше, больше и больше, ну вот это вполне укладывается в эту стратегию. А вот вы сказали про последующие войны уже после того, как закончится война на Украине. Про что вы имели в виду? Что это именно будет?
А, Сказать сложно, я тут боюсь предсказывать, потому что, собственно, война, она тем характерна, что война имеет непредсказуемый конец. И маленькие победоносные войны, которые не являются ни маленькими, ни победоносными, как там сказал Суньцзы, война любит победу, и война не любит продолжительности. Так вот, в истории Российской империи маленькие победоносные войны 1905 года, как известно, революциями. Я не на 100% уверена, что это произойдет, но очевидно, что это, по крайней мере, одно из важных вероятностей, которые следует иметь в виду. Хорошо. Наш зритель Артем Аветян спрашивает: Юлия, Армении и Молдове стоит опасаться? Я так понимаю, что он, наверное, спрашивает про Ну, вторжение Путина. Нет, насчет ни Молдовы, ни Молдавии, ни Эстонии, ни Польши, ну хотя насчет Польши не знаю, потому что там вот ходят слухи про этот ядерный удар. Пока Путин не переварит Украину, совершенно явно им не стоит опасаться. Вот если посмотреть, что происходит на Донбассе, так Путин не смог собрать на Донбассе необходимого числа батальонно-тактических групп для того, чтобы обеспечить уверенное наступление. Там происходит какое-то такое странное ползучее наступление, которое больше всего напоминает, что вот начальники генералы Путину отчитывают. Такое впечатление, что эти люди там наступают не для того, чтобы победить украинские войска, что они, скорее всего, понимают, уже в этой ситуации невозможно, а просто чтобы доказать, отчитаться Путину, что вот мы истратили такое-то количество войск, больше их у нас нету. Давайте, вот мы исполнили ваш приказ, Владимир Владимирович. Так вот, соответственно, если на Донбассе там где-то 70 батальонов тактических групп, то понятно, что Молдове точно не хватит. Понятно, что Эстонии и прочее точно в ближайшее время можно быть спокойны. А что касается Армении, то, естественно, ей следует опасаться Азербайджана в этот момент, потому что Азербайджан явно, собственно, недавно во время войны в Нагорном Карабахе мы видели, что Россия не выступила в качестве гаранта целостности армянского Нагорного Карабаха и предпочла, вопреки вот известным заклинаниям Путина о том, что вот, значит, у нас тут мы противимся распространению НАТО, Турция натовская страна, понятно, что речь шла о том, что союзная Азербайджану Турция, ну, помимо всего прочего, помимо просто того, что Россия была в этом месте гарантом статус-кво и в драку не ввязалась и свои гарантии не выполнила, что выглядело отвратительно, потому что Армения является российской колонией в примитивном смысле этого слова, в том смысле, что предыдущее армянское, особенно правительство, отдало России абсолютно все, Россия высасывала все соки из Армении. Теоретически метрополия в такой ситуации должна хотя бы брать ответственность за оборону колонии. И вот оказалось, что Путин использовал Армению исключительно, ну, самым примитивным образом, которым не использовали ни одну колонию в XIX веке. Просто все высасывалось досуха, с одной стороны, из железных дорог, из сотовой связи, из всего, чего есть. А когда дело дошло до войны, ну, вот мы видим, мы утюжим Мариуполь, мы не испытываем никакой проблемы России для того, чтобы тратить гигантское количество человеческих жизней, мирных человеческих жизней. Но Нагорный Карабах мы не стали защищать. Помимо всего прочего, помимо моральных и геополитических соображений, все-таки еще задумаемся о том, что мы не стали защищать христианскую страну, мы не стали защищать христианскую территорию, и мы отдали в этот регион, Путин отдал этот регион, соответственно, под влияние Турции, которая распространяет там свое геополитическое влияние. О моральной стороне дела я не говорю. Так что да, конечно, Азербайджан может вторично воспользоваться тем, что даже те российские миротворцы, которые и так были слабой защитой в остатках Нагорного Карабаха, в остатках Арцаха,
что они совсем перестанут играть там какую-то роль, и можно будет захватить все остальное. Ну вот говоря про Как минимум. международную политику, конечно, тяжело обойти прикормленных. Извините, я перебью и просто докончу свою мысль. И, собственно, вот в данном смысле пример Армении показывает, почему у России нет союзников, кроме уж, я не понимаю, не помню, кто там, Науру или что-то, но еще Лукашенко, который у нас заложник, и то даже этот заложник не пошел воевать с Украиной, потому что понимает, что если он пойдет воевать с Украиной, то его собственная армия его и свергнет. Или это, возможно, сделает украинская армия, или это сделает его, собственно, белорусский народ. Потому что каждый, кто является союзником России, у России нет союзников, у России есть заложники. И с этими заложниками Россия, будь то Абхазия, Южная Осетия, будь то Армения, обращается как нельзя хуже. И мы видим, что в критический час их бросают, а в некритический час в них воруют. Ну вот, да, окей, с этим понятно, но меня еще интересует Путин и его прикормленные европейские политики. Ну то есть он же всегда покупал европейских политиков, и вот сейчас на фоне войны они все от него стараются откреститься. И даже та же Ле Пен, она говорит о том, что войну она не поддерживает, и нужно помогать беженцам. И вот что Путин будет делать по окончании этой войны? Как он будет восстанавливать связи? Не будет он восстанавливать эти связи? Вот как дальше будет развиваться вот этот его фронт такой большой работы? Ну, он будет делать то же самое, что он раньше пытался делать, действовать, экспортировать коррупцию в Европу, что ему очень удачно удавалось в течение многих лет. И я говорю даже не о Ле Пен, я говорю прежде всего о персонажах там, типа Шрёдера, типа других крупных европейских политиков, которые работали в путинских компаниях. Я тут не буду бросаться словом коррупция, но вот есть абсолютно феерический, на мой взгляд, пример госпожи швейцарского дипломата Хейди Тальявини, которая, если вы помните, возглавляла комиссию европейскую, по-моему, это была комиссия, я сейчас точно забыла, при ОБСЕ или что-то в этом роде, которая должна была установить причины российско-грузинской войны. И вот комиссия госпожи Тальявини написала что-то приблизительно в докладе, выглядело это вот так, что вот тут русские говорят, что это грузины на них напали, а грузины говорят, что русские на них напали, а где правда мы не знаем. Вот это наше объективное мнение. Вот госпожа Тальявини не хочет там в этот раз написать заключение о причинах российско-украинской войны. Вот типа русские говорят, что это украинцы собирались на них нападать, а украинцы говорят, что это русские на них напали, а где правду мы не знаем. Или еще можно о Буче тоже госпожу Тальявини пригласить сделать заключение, и госпожа Тальявини, наверное, тоже напишет, что вот тут вот украинцы говорят, что это русские солдаты связывали людям руки за спиной и стреляли в затылок. Вот Россия говорит, что эти люди связывали руки за спиной и стреляли сами себя, а где правда мы не знаем. Но, конечно, Путину это будет делать несколько хуже, несколько сложнее, чем раньше, и это внушает надежду, но, к сожалению, нельзя забывать одну вещь, что вот когда говорят, что Путин неадекватен, что он потерял берега, что у него что-то там сломалось в голове, что 20 лет назад он был совсем другой, он был действительно совсем другой, это был человек, который пришел к власти и первым делом, как мы знаем, пригласил к себе довольно своих близких друзей и потребовал построить от них дворец. Так вот, Путин, который строил дворец, и Путин, который пытается возродить какой-то там вот четвертый рейх в лице России, это все-таки два совершенно разных человека. И понятно, что Путин изменился, но если посмотреть, кто еще изменился, то очень печальный ответ заключается в том, что изменился Запад. Вот я напоминаю, что в 1990 году Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, и он там не то что Мариуполя не успел устроить, его танки не успели асфальт раздавить, как Саддама Хусейна в полпинка из Кувейта вышвырнули. И это был очень хороший знак всем диктаторам мира на много лет, что даже если они внутри травят курдов газом и вешают оппозицию,
то снаружи они никуда не могут вторгаться. Сейчас у нас 57-й день вторжения Путина в Украину, а российские войска сравняли с землей Мариуполь, российские войска сравнивают с землей многие города на Донбассе. Ну, правда, из них гораздо успешнее убежало мирное население, потому что Мариуполь был окружен, и из него не выпускали мирное население. Кстати, обратите внимание, да, потому что Россия все время говорит, что типа это украинцы сами не выпускают мирное население, они прикрываются им как щитом и прочую фигню. Но вот обратите внимание, что все города, которые не были окружены Россией, из них мирное население совершенно спокойно уезжало и уезжает, и его эвакуируют. Киев не успели окружить, из него побежали люди. Харьков не успели окружить, из него побежали люди. Вот даже Волноваху, полностью разрушенную, где много трупов, не успели окружить, из нее тоже убежали люди. Вот в Северодонецке, в других местах Донбасса всюду людей эвакуируют, всюду эти люди убегают. Там, где Россия успела чего-то окружить, например, никто не может убежать. К вопросу, кто срывает ударные коридоры. Так вот, возвращаясь к реакции Европы. По сравнению с 90-м годом оккупации Кувейта. Разнесен восток Украины, Европа, и не только Европа, и Соединенные Штаты ломают руки и говорят: ах, как так можно, Путин военный преступник, давайте мы выразим ему суровое порицание. Ребята, это мы, журналисты, выражаем суровое порицание. Политики должны заниматься немножко другими вещами. Так вот, Юлия, а как, на ваш взгляд, почему они так себя ведут? Ну, то есть действительно много обсуждений в обществе о том, что санкции, которые накладывает Запад, ну, скажем так, не достигают той цели, и не совсем они преждевременны. Все те предыдущие года, пока в России происходил ужас, и когда, и уже даже после Крыма, когда кричали о том, что то, что делает Путин, это ужасно, и от этого будут последствия, западные политики закрывали глаза, продолжали, там, Франция продавать оружие, продолжали вести какие-то контакты. Почему все-таки они так себя ведут? Нет, стоп. Значит, два разных вопроса: достигают ли санкции цели и почему они так себя ведут. Я сначала попытаюсь ответить на почему они так себя ведут, на достигают ли санкции цели. Я считаю, что санкции достигают цели. Другой вопрос: какая это цель. С моей точки зрения, эта цель сейчас достаточно минималистична, и выглядит она так. Изолировать режим Путина таким образом, чтобы он не сумел никому принести вреда, кроме собственно российского народа, и кроме также украинского народа. Потому что если вы посмотрите, что будет происходить в течение ближайших нескольких месяцев, мы только что говорили, что война будет сосредоточена, будет contained в Украине, по той простой причине, что у Путина нет ресурсов. Более того, я обращаю ваше внимание, что чем дольше будет продолжаться война, тем, как это не цинично и страшно звучит, эта война будет стратегически выгодна для Украины, потому что, несмотря на продолжающуюся гибель мирного населения, и если вы посмотрите, что будет происходить, Украина будет получать все больше и больше западной военной помощи, потому что этот маховик будет раскручиваться, а Россия будет способна все меньше и меньше использовать разрушительные серьезные вооружения, потому что их у России будет становиться все меньше и меньше, и они невоспроизводимы. Вот мало кто обращал внимание, а я хочу обратить внимание ваше вот на то, как выглядели бомбежки крупных городов Украины. Помните, сначала по целям, которые не обязательно были военные. Как правило, это были либо военные цели, либо инфраструктурные цели. То есть поражались объекты крупной инфраструктуры, в том числе там, электростанции, хранилища нефти, даже какие-то хранилища крупной еды в различных украинских городах. Или же, если российская ракета прилетала мимо, что довольно часто случалось, об этом мы чуть-чуть позже поговорим потом, почему, прошался какой-то сарай, ну, видимо, потому что перепутали. Перепутывали довольно часто. Российские ракеты, даже если они называются сверхточными, они не всегда летают точные. Вот последняя порция ракет, которые, если я не ошибаюсь, прилетела в понедельник, это были калибры, которые летели из региона Каспия. И если вы посмотрите, куда они прилетели, там в Харькове, в Днепре, в
Львове, то вот, скажем, во Львове они действительно поразили несколько сараев, но если посмотреть внимательно, то видно, что эти ракеты летели по направлению к железнодорожным узлам, только не долетели. Но я не совсем об этом. Вот если вы посмотрите, как запускались эти ракеты, вы увидите, что сначала это были «Искандеры» высокоточные, потом почему-то «Искандеры» кончились, начались запуски ракет со стратегических бомбардировщиков Су-95, которые вылетали откуда-то, насколько я понимаю, из Белоруссии, где-то недалеко от ее границы сбрасывали ракеты, которые были, ну, типа Х-35 или Х-101. Это старые советские, вообще чуть ли не стратегические ракеты, которые стоят астрономические деньги, которые, в общем, предназначены для того, чтобы нести ядерные боеголовки. Понятно, что они несли конвенциональные боеголовки, но это вот просто, это значит, какой-то вот этот древний запас вытащили из-под земли и использовали. Потом это были уже упомянутые мной калибры, стрельбу из Каспийского моря, а потом это стали точки У, древние точки У, вот, включая ту, которая несчастная разбила вокзал в Краматорске. И такое впечатление, что физически эти ракеты, ну, не считая какого-то неприкосновенного запаса, у режима кончаются. И вот Леонид Невзлин мне тут в одном из моих эфиров рассказывал, что по его данным, вот когда Шойгу пропадал первый раз, он тогда как раз ездил в Китай и Северную Корею просить запасы, совместимых с российскими ракетными установками. Так вот это я к чему? Все это калибры «Искандеры» у России заканчиваются, и возобновить их будет невозможно, потому что они собираются не без участия западных комплектующих, потому что своего в них, ну, как щей из топора. Соответственно, вот Запад явно нацелен на то, чтобы ограничить Путина таким образом, чтобы он сумел приносить вред только России или то Украине. И с этой точки зрения эти санкции полностью выполняют свою цель, что называется, лишь бы нас не трогало, говорит Запад. А если отвечать на вопрос «почему?», то я думаю, что ответ очень печальный. И ответ заключается в том, что все минусы, которые мы видим на современном Западе, являются естественным следствием его плюсов. Естественным следствием, вот как говорил Гегель, перехода качества в свою противоположность, диалектического вот этого перехода. То, что, смотрите, Запад богатый. Ну, если ты богатый, то ты мирный. Если ты мирный, ты не хочешь воевать. Ну, действительно, ну, зачем Западу воевать в Украине, когда вот, собственно, почему Путин старается держать российское население нищим? Потому что нищее население гораздо лучше воюет. Зачем Путину происходящая палестинизация России? Вот ровно за тем, что вот за эти 20 лет он вырастил вот это вот нищее население, которое сидит в деревянных сортирах, и когда оно попадает в Бучу по контракту, а других возможностей заработать в этих маленьких поселочках нет, кроме там пойти в бандиты или пойти в солдаты. Что, как выясняется по кадрам из Бучи, приблизительно в России одно и то же. И вот когда эти люди, используемые как пушечное мясо, попадают в Бучу, они, соответственно, начинают не то что реализовывать свои худшие инстинкты, а они делают это с согласия и ведома офицеров, с которыми они потом, во всяком случае, как мне рассказывал Руслан Левеев из Conflict Intelligence Team, там же вот это барахло, которое вывозилось из Бучи, я там не говорю об убийствах и изнасилованиях, но то барахло, которое вывозилось из Бучи и других мест на машинах, которые были отобраны тут же, они продавались, а часть денег потом доставалась офицерам. То есть это уму непостижимо. Так вот, такие действия армии являются естественным следствием того оглупления и того обыдления населения, которое Россия практиковала, которое путинский режим практиковал в течение 20 лет. Это оказалось очень полезным с точки зрения вот иметь такую армию. Но, соответственно, Запад устроен по-другому. Люди, которые богатые, люди, которые мирные, они не хотят воевать. И, к сожалению, как я уже сказала, нынешняя позиция Запада, трусливая позиция Запада, является прямым продолжением его достоинств,
Но, конечно, у меня большой вопрос, потому что когда я вижу там Фридмана или Абрамовича под западными санкциями, я не хочу заступаться за Фридмана и Абрамовича, но я очень хотела бы видеть под этими санкциями также как минимум господ Шрёдера и Тальявини. А еще лучше грузинского хозяина Грузии Иванишвили, который, кстати, как путинский олигарх, просто полностью попадает под описание. Да, конечно, с Грузией ситуация достаточно сложная, но вот пока мы с вами прямо сейчас говорим, Байден подтвердил военную помощь Украине на 800 миллионов и запретил заходить в американские порты, связанным с Россией судам. И, видимо, в связи с этим Ирина Сис... что значит связанным с Россией судам? Можно... А вот неизвестно. Можно я уточнить, вот потому что я просто... Тогда просто я дам пояснение, вернее, это не пояснение, это вопрос. Дело в том, что, насколько я знаю, когда речь шла, в Европе обсуждались соответствующие санкции, то первый вариант санкций звучал так. Нельзя заходить в европейские воды, в европейские порта суда, которые перед этим заходили в российские порта. Это реально сильная санкция, потому что это санкция, которая в течение месяца могла действительно обрушить режим. Это вот уже санкция, которая почти такая термоядерная. Когда в итоге она была принята, она звучала так. В западные порта нельзя заходить судам под российским флагом. Любой человек, который имеет хотя бы приблизительное отношение к портам, судоходству и вообще чему угодно, вам скажет, что это просто очень смешно, потому что в современном судоходстве, не только в России, все судоходство устроено так, по страховым, коммерческим и прочим другим соображениям. Есть офшор, по принципу организован один офшор, одно судно. С этим флагом или не существует в природе, или не будет существовать завтра в природе. То есть это санкции из разряда ноль. Поэтому вот я наших слушателей прошу обратить внимание, вот что значит суда, связанные с Россией. Вот я не видела, что там точности в американской формулировке, но вот когда они будут смотреть, пусть они смотрят, давайте я нашла. как там на самом деле сформулировано, потому что это тот смотрите. случай, когда дьявол в деталях. Да-да-да. Ни одному кораблю, который плавал под российским флагом или который принадлежит или управляется российскими интересами, не будет разрешено заходить в порт Соединенных Штатов или приближаться к нашим берегам. Вот прям дословная цитата Байдена. Российскими интересами, да, я хочу, опять же, более точно, потому что либерийский офшор – это российские интересы или это либерийские интересы? Непонятно, будем смотреть. Еще раз повторяю, я просто задаю вопрос, вот надо разъяснить. Да, но я думаю, что будет уже, когда выпущен подробный, это же просто пресс-релиз, когда будут уже подробные материалы сделаны, акт, там, конечно, все будет расписано, я думаю. Но тут еще как раз-таки важная новость о том, что Байден выделил 800 миллионов для вооружения Украины, а там именно артиллерийские системы, гаубицы, боеприпасы к ним и тактические дроны. И вот Ирина Си спрашивает, срочная новость о том, что Байден выделил 800 миллионов... Там. Что еще раз? Switchblade там, ну неважно. Да, там очень приятная штучка есть, такая очень красивая, да. Да-да-да, вот он выделил 800 миллионов долларов для вооружения Украины. Каковы последствия, на ваш взгляд, Юлия? Ну, во-первых, эти 800 миллионов, они как бы у них уже достаточно давно говорится. И я не буду, вот как Андрей Николаевич Илларионов, который тоже у нас был, очень сильно придираться и говорить, что там что в Афганистане было оставлено на порядок больше вооружения, чем выделено Украине даже сейчас. Но вот это ровно то, о чем я только что говорила, что стратегически война на истощение является абсолютно смертельной именно для Путина, потому что я напоминаю вам, что Россия очень редко, несмотря на вот свою знаменитую могучую армию, Россия очень редко выиграла войны, те войны, которые она вела против Запада, ну, например, Крымскую войну. Сейчас не будем вдаваться в подробности, почему и как. И когда она выиграла войны, она, как правило, была союзником свободного мира. Вот типичный пример – Вторая мировая война, которая была выиграна в значительной степени благодаря Ленд-Лизу и громадным поставкам как материалов, так и грузовиков, как пищи, вооружения, всего. Вот в данном случае Ленд-Лиз достается Украине.
а у Владимира Владимировича остается с заводами, которые физически останавливаются, потому что нет комплектующих. Вот, например, в России был такой беспилотник. Я немножечко занималась сейчас темой вот всех этих российских вундервафель, которых мы не видим в войне с Украиной. И самое простое сказать, что на их строительстве были раздербанены деньги. На самом деле там есть даже еще более интересные и более сложные соображения, которые, если у нас, может быть, будет... у нас практически нету времени, поэтому я не успею их изложить. Но вот очень короткая история про российские беспилотники боевые, из которых 2 просто было заявлено, что они делаются в 2009 году, а потом посадили тех людей, которые делали один из этих беспилотников. И остался у нас, был заявлен, что летает и по выставке летал беспилотник, который называется «Орион». Соответственно, вот один «Орион» недавно сбили в Украине. Во-первых, двигатель у «Ориона» английский, больше никаких «Орионов» летать не будет. А во-вторых, насколько я понимаю, вот насколько мне сказали, те беспилотники «Орион», которые летали, это был один комплект. То есть беспилотник – это обычно не одна штука, а в комплекте либо 2, либо 3 беспилотника. Один летает, там другие 2 готовятся. Вот, соответственно, если сбили один беспилотник «Орион», то это значит, что у России остался 2-й беспилотник «Орион», как в анекдоте. И 3-го или 4-го уже не будет, потому что к нему не будет английского двигателя. Вот, как я уже сказала, в Украине будет оружия все больше, а у России будет оружия современного, тем более высокоточного, все меньше. Вот хочется, у нас с вами действительно осталось совсем мало времени, буквально несколько минут, хочется вот задать последний вопрос, который, на самом деле, я вот вижу, что у нас и много в чате про это пишут, и на эфирах много задают вопросов про это. А вот имеются ли какие-то еще инструменты давления на Путина, кроме санкций? Ну вот там Байден выделил, понятное дело, помощь Украине, понятно, да? Понятное дело, запрет там захода кораблей. Но есть ли какие-то еще инструменты? Что еще может сделать там Запад, Америка, не знаю? Путин ставит на то, что главным, который ему доступен, а Западу недоступен, насилие, является прямое, открытое военное насилие, нескрываемое. И, собственно, это то, чем Путин хочет изменить существующий мировой порядок. И в этом смысле ему действительно это удалось, потому что мы вступаем в новый мир, в котором сильные державы не воюют, и это значит, что воюют вместо сильных наглые, воюют вместо сильных отвязанные хулиганы. Украина на наших глазах в этом смысле спасает свободу Европы и отстаивает свободный мир. Путин неожиданно напоролся. Я думаю, что на этом нам надо заканчивать, но я просто хочу пригласить ваших слушателей тогда перейти к 7 вечера на наш канал. Мы этот же вопрос будем обсуждать с Алексеем Арестовичем. А потом системную коррупцию в российской войне мы будем обсуждать с Владиславом Иноземцевым. А потом, как я уже сказала, у нас будут еще другие гости, включая воюющих украинских командиров. Да, Юлия, спасибо большое, что сегодня уделили нам время. Да, нашим зрителям большое спасибо, что смотрите нас. Как уже сказала Юлия, можете сегодня в 7 часов вечера по Москве переходить на канал Юлии Латыниной, можете переходить к нам. Вообще хорошо. У нас тоже каждый день в 7 часов вечера, кроме субботы и воскресенья. В субботу и воскресенье в 14:00 эфиры, где мы подробно рассказываем о том вообще, что происходит, беседуем с гостями и с Алексеем Арестовичем тоже в том числе беседуем. Но тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Заходите, смотрите. Чем больше людей рассказывают о том, что происходит, чем до большего количества мы можем достучаться, тем лучше, тем больше количество узнает правду и, возможно, вследствие этого что-то изменится в России. У нас сегодня была такая вот замечательно интересная беседа с Юлией Латыниной. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, если вам понравилось. И, как я уже говорила, всегда пишите вопросы. Мы вот сегодня в том числе отвечали и вообще всегда стараемся смотреть, что пишут у нас в комментариях. Поддержите нас, поставьте лайк. С вами была Ольга Гусева. Спасибо, что смотрите нас. До новых встреч.